азбука недвижимости. Сегодня буква Е. Е. Ежемесячные расходы. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие ежемесячные расходы вам предстоят в случае, если вы купили квартиру, а какие расходы вам предстоят, если вы купили апартаменты в апарт-отеле. Начнем мы с апартаментов. При владении апартаментами вам нужно учитывать, что вам нужно будет платить несколько видов ежемесячных платежей. Первый ежемесячный платеж – это так называемые коммунальные платежи управляющей компании. Они обычно составляют в Грузии $2 за метр квадратный. То есть, если вы владелец студии 30 метров квадратных, то каждый месяц $60 вам нужно будет отдавать maintenance fee. Второе. Вам нужно не забывать, что при владении апартаментами в апарт-отеле вы должны еще платить за воду, за свет и за интернет. Данные затраты составляют примерно еще около $30 в месяц на один номер. Я буду записывать для вас. Первое. $2 за квадрат умножить на 30 квадратов. Получится примерно $60. Второе. Каждый месяц вам нужно платить за интернет $10, плюс вода и свет еще около $20. Итого $30 США. Получается, что каждый месяц, чтобы ваш номер сдавался в аренду, ему нужно выделять минимум $90 каждый месяц. Или, умножая на 12, 1080, давайте 1100 посчитаем. $1100 каждый месяц нужно планировать в ваших ежемесячных затратах. База. Давайте разберем две истории. Если вы управляете сами, и если вы управляете через управляющую компанию. Первое, управляете сами. Что вам нужно будет тратить? Первое, необходимо ежемесячно учитывать затраты на уборку вашего номера. Уборка. Уборка сегодня стоит в среднем по рынку, примерно 20-30 лари. Это около до $10 за каждый раз. Что еще вам предстоит? Вам нужно кому-то платить, или вы сами будете заселять клиентов и выселять, или вы это кому-то делегируете. Обычно есть частные управляющие компании, которые могут по ключи выдавать или получать, принимать отель. Это стоит примерно 10%. От 10 до 20% от стоимости, соответственно, проживания. Если вы сами управляете, у вас возникает амортизация. Часто бывает, лампочка перегорела, кран потек, не знаю, просто не нужно поменять или докупить новые полотенца и так далее. То есть амортизацию тоже не стоит забывать. Амортизация составляет по-разному. Я думаю, что долларов 50-100, 50, давайте заложим, $50 в месяц вам нужно учитывать на амортизацию, на какие-то мелкие ремонты. Если вы сами управляете, вам нужно где-то находить ваших клиентов, правильно? Соответственно, дальше вы платите агрегаторам за размещение, Booking, Airbnb, в Airbnb не платите. Booking или Островок или любые другие агрегаторы берут с вас еще примерно 15-20% от стоимости проживания. Итого, подводим итог. Если вы управляете сами, то вы платите $60 maintenance fee, $30 интернет, свет, вода, уборка $10 за раз, заселение и выселение около 10%, амортизация еще $50 каждый месяц и агрегаторы тоже 15-20%. Если мы посчитаем постоянные затраты, это 60-30 и амортизацию, получим примерно $140-150 в месяц. Будут у вас постоянные расходы, связанные с управлением вашими апартаментами. В случае, если вы управляете сами. Второй пример. Если вы отдали свои апартаменты управляющей компании. Тут все намного проще. Стандартный договор управления 40/60. Нужно внимательно читать договор управления. Первое. Смотрите внимательно, кто платит НДС в случае управления апартаментами. Вы или управляющая компания. Это первое. Второе. Кто платит налог туристический 5%? Входят ли они это 40% в управляющей компании, или вам нужно платить своих 60%? Как правило, договор управления подписывается на 10 лет. Но вы понимаете, что за 10 лет ваши апартаменты могут, если за ними должным образом не ухаживать, могут прийти в негодность. Поэтому обязательно нужно с управляющей компанией проговаривать, кто и в какой момент, через сколько лет делает косметический ремонт и за чьи деньги. За ваши, из ваших 60%, или за счет управляющей компании. Когда вы подписали договор на управление 40/60, обязательно смотрите, входят ли вот эти $2 maintenance fee, входят ли они в 60% или не входят, или берет на себя их управляющая компания. Тоже немаловажно. То же самое с интернетом, водой и светом. Поэтому перед тем, как покупать апартаменты в апарт-отеле, важно запрашивать договор управления и читать содержание всех пунктов. Если управляющая компания говорит 40/60, и ничего не включено, ни НДС, ни туристический налог, ни maintenance fee, ни амортизация, то может так получиться, что управляющая компания будет зарабатывать 80, а вам оставалось только 20. Переходим к квартирам. Какие же ежемесячные расходы предстоят вам, если вы владелец квартиры в Грузии? Разберем тоже два варианта. Если вы владеете квартирой и в ней живете, или вы владеете квартирой и сдаете ее в аренду. Начнем с первого. Если вы владеете квартирой и в ней живете. Так называемый maintenance fee.
Что это такое? Это уборка там придомовой территории, это там уборка подъездов, там уборщица, там электричество в местах общего пользования. Такая мелочевка. Она обычно составляет сейчас среднюю температуру по больнице, ну, наверное, 10, может быть, $15 с квартиры, независимо от ее площади. Просто все скидываются жильцами там по $10, и этого хватает на оплату там работников технических служб для жизнеобеспечения вашего дома. Второе. Нужно обязательно платить за свет, за газ, за воду и за интернет. В среднем это от 50 до $100 в зависимости от площади квартиры и от сезона. Дело в том, что зимой газа потребляется много, а в Грузии газ не добывается, он весь покупается за границей, поэтому довольно дорого. Соответственно, в летний сезон затратная часть на содержание квартиры чуть ниже, а в зимний период содержание квартиры чуть выше. Давайте возьмем в среднем $75 с квартиры. Вам будет хватать и на интернет, и на свет, и на газ, и на воду. Игорь, тебе хватает $75 в среднюю по году? Это включает те $10 за уборку или не включая? Не включает. Ну, дополнительно. Ну, я тоже так считаю. 75 плюс 15 нужно еще добавлять. Дальше. Третье. Амортизация. Опять же, если вы живете в квартире, вы все равно тратите на ее амортизацию. Вы покупаете лампочки, там что-то сломалось опять, там, не знаю, порвалось, исхудилось. Вот у меня, например, сломался газовый котел, нужно ремонтировать его сейчас. Это тоже какие-то деньги будут. Всё равно вот вы живете, нельзя это не учитывать, как мне кажется. Вот, ну, заложим, не знаю, там, я считаю, что можно заложить уверенно долларов 30 в месяц, 360 по году нормально будет. На всякие разные бытовые. Кондер сломался, надо разбор его почистить, там газовый котел засорился, кого-то вызвать электрика. Короче, заложим еще $30 каждый месяц. Четвертое. Когда вы владеете квартирой, у вас еще возникают налоги на владение квартирой, если ваша квартира стоит больше определенной суммы или ваш доход больше, чем определенная сумма. Если вам интересно узнать, как устроены налоги на владение в Грузии, обязательно посмотрите вот это видео. Если вы владеете квартирой меньше 2 лет и решили ее продать, то вам еще предстоит заплатить налог подоходный в размере 5% от разницы между покупкой и продажей. Мы об этом тоже много раз уже говорили. Посмотрите вот это видео теперь, если захотите. Но если вы владеете квартирой больше 2 лет и ее продаете, то вам никаких налогов не нужно, что существенно увеличивает доходность и инвестиционную привлекательность грузинской недвижимости. Давайте подведем итог. Итак, у нас $15 мы платим за уборку подъездов, 75 за свет, газ, воду, интернет, и $30 закладываем на амортизацию квартиры, на какие-то ремонтные вещи внутри. И получается 15, 75 и 30, итого $120 в месяц нам нужно еще учитывать на содержание вашей квартиры в Батуми. Идем дальше. Это мне нравится больше всего. Ежемесячные расходы на квартиру, которую вы сдаете. Знаете, сколько вы платите? 0. Потому что в Грузии все эти расходы, которые я только что говорил, обслуживание подъезда, $75 за свет, газ, воду и амортизацию, все это платит арендатор. От этого еще более грузинская недвижимость интересна и инвестиционно привлекательна. Советы по оптимизации ежемесячных расходов. Давайте поговорим про квартиры больше, потому что в апартаментах это, наверное, меньше подходит. Но тем не менее, если вы купили квартиру, я рекомендую поменять в ней обязательно окна и двери. Окна в обязательном порядке, потому что, как правило, застройщики ставят одно стекло. Мы живем в субтропиках, у нас летом плюс 30, зимой тоже плюс. Сегодня плюс 15, если не ошибаюсь, 24 декабря. Поэтому бывает и прохладно, поэтому я рекомендую, чтобы снизить затраты на газ, на отопление, а летом на кондиционирование, я рекомендую поменять окна пластиковые на там, 2 или 3, ну лучше двухкамерные стеклопакеты. Они более энергоэффективные, и это позволит вам экономить в зимний период на газе, а летом экономить на кондиционировании вашего помещения. Это первое. Многие наслышаны, что в Грузии не очень хорошо с качеством строительства. И это касается инженерных систем тоже. Проводки электрической, там, воды, канализации. Поэтому я рекомендую владельцам квартир ставить удаленные приборы учета. Это раз. И на умный термостат на батарее, на входящую воду, чтобы вы могли с телефона, в случае чего, могли заблокировать подачу электричества, подачу воды там, и так далее. И это вам облегчит жизнь. Если, например, ваш арендатор вам не платит, вы нажали кнопку в телефоне,
по умному термостату, и у вас тут же все отключилось. И поверьте мне, ваш арендатор быстро вам заплатит, если у него не будет воды дома или электричества, или вообще не может домой попасть. Например, если вы там уехали, надолго закрыли квартиру, а у вас подтекает вода, то путем перекрытия воды у вас не будет там счетчик мотать, например, там, или что-то, или же забыли выключить что-то из электричества, например, да, что работает, вот, в телефоне нажали и так далее. 21 век, всем рекомендую пользоваться современными технологиями. И это позволит вам сэкономить и снизить, вернее, ежемесячные расходы по содержанию вашей недвижимости. И третье, самое важное, мало кто этим пользуется, но я настойчиво рекомендую страховать свою недвижимость. Почему, спросите вы? Опять же, я уже говорил, что есть вопросы с качеством недвижимости, но это позволит вам в случае каких-то там бытовых проблем, если вы кого-то затопили, вам страховая компания выплатит ущерб, и вы сможете рассчитаться с вашими соседями, которых вы затопили. Или наоборот, если вас затопили и вам нужен ремонт, то вы можете спокойно обратиться в страховую компанию, вам тоже очень быстро выплачивают. В Грузии, на самом деле, очень хорошо выстроена система страхования и недвижимости в том числе. Поэтому и она не очень дорогая, составляет там, может быть, там 0,3% от стоимости вашей квартиры в год. То есть я рекомендую, особенно, что многие же покупают квартиры, сдают их в аренду и там живут в другой стране. Настойчиво рекомендую заключить договор обязательного страхования вашей недвижимости от несчастных случаев и от ущерба перед третьими лицами. Вот так я бы сказал это. Мы с вами сегодня разобрали ключевые ежемесячные расходы, которые предстоят вам как по апартаментам, если вы сами управляете, или вы сдаете через управляющую компанию. Также мы разобрали, какие ежемесячные расходы вам предстоят, если вы владеете недвижимостью в Батуми и живете в этой квартире, или сдаете ее в аренду. Помните, грамотное планирование– залог успешных инвестиций в недвижимость. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели это видео до конца. И, как всегда, до встречи в Грузии.